Ну что, девочки, мальчики, я приветствую вас в неосновных пространствах нейроведьмы. Сегодня нас с вами ждет интересный расклад на погружение в кармические отношения. Да, есть такое понятие, как кармические отношения, и как бы многие очень часто натягивают сову на глобус и считают, что если кармические отношения, то это обязательно плохо или обязательно очень-очень хорошо. Ну, то есть плохо это подразумевает, что я, значит, императрица, он перевернутый император, мы никогда не будем вместе, потому что у меня, значит, по роду венец безбрачия, у нас кармические отношения, да. Бывает еще, значит, тип такой, ну вот я просто к тому, знаете, такой краткий обзор еще, что такое кармические отношения, как это люди видят, рисуют. Бывает такое, что, как это называется, вместе невозможно, да, врозь тоже не получается. Короче, бывает чемодан без ручки, один партнер там тащит другого. Бывает такое, что кармические отношения должны, даны людям, да, чтобы в них повзрослеть, да, для кого-то действительно открыть свою силу. У женщин такое очень часто бывает, когда мужчина приводит в эзотерику, вот, но я не хочу на самом деле употреблять слово эзотерика, наверное, магия все же для меня. Ну, по крайней мере, то, что происходит в моем кругу, это магия, потому что по большей части сейчас эзотерику извратили. Да, это уже просто до уровня каких-то этих, знаете, женщин с клетчатыми сумками в электричке, да, каждый второй сейчас эзотерик. И не все понимают, что это означает, типа работа с энергиями и прочее. Нет, я все же про магию, как умение осознанно менять пространство. Мне кажется, что это более емкое определение. Да, очень часто такое бывает, что в кармических отношениях мужчина женщину как раз приводит. Почему? Потому что она с ним как-то, видимо, да, хлебнула горя, условно. Вот, поняла, что не прошла какие-то уроки нацеленности, начинает себя, собственно, пытаться найти, да, что же с ней не так. И вот когда она задает вопрос, что же с ней не так, да, это первый путь, первый шаг к себе, да, это самое начало пути. И тут, конечно, есть любимая нейроведьмочка с проживанием арканов, это такой длительный период, но вот, однако, я читаю сейчас комментарии, которые оставляют мне участницы в закрытой группе, которая про отзывы относительно проектов. Я их не публикую, но, опять же, без вашего согласия, да и, в принципе, не делаю маркетинговую историю, которая бы, знаете, завешена этой доской почета, как классно там люди трансформируются мне в проекты, потому что это большей части сарафан и такая программа лояльности по отношению к моей аудитории, вот, там, где я уже немножко в закрытом формате делюсь знаниями. Вот, ну, соответственно, помимо того, что вот я увела, да, проживание арканов, соответственно, в тень, потому что по подписке у меня нет там, собственно, открытых уроков каких-то, потому что полноценный процесс обучения. У нас еще сейчас такой немножко, новый формат, новое, хорошо забытое старое. У меня есть закрытые расклады, да, закрытые расклады по подписке, где вы можете посмотреть расклады на Таро Мила Монара, вот вышел. Я рассматривала там архетипы тени. Ну, то есть это вот такая история, которая очень актуальна, но в связи с тем, что она не популярна для YouTube, или всякие, извините меня, по большей части неадекватные люди оставляют мне комментарии, от которых я реально огорчаюсь. Огорчаюсь по той причине, что хочется вроде человеку что-то объяснить, а потом понимаю, что он просто случайно зашел. А работа на самом деле энергозатратная очень. Очень энергозатратная. Там действительно раскладывая тени, особенно уж в новом формате чака специально, который карта самоисцеления, там ты просто выгораешь и выжимаешь. Зачем мне читать обесценивающие комментарии? Да, то есть вот можно, конечно, сказать, там, не обращайте внимания, там, еще что-то, но это невозможно, понимаете? Когда человек живой, когда у него есть эмоции, вот эта вся история и обесценивание как бы труда, она всегда будет триггерить, поэтому это такой, знаете, немножко токсичный момент, когда вы там просто друг друга можете успокаивать, и типа сидеть, да забей, там, да не обращай внимания, да невозможно на это не обращать внимания. Это нормальная психическая реакция, если вы можете обращать внимание на какой-то токс. И вот, соответственно, я решила, что хотела подтвердить сейчас, да, есть люди, которым это важно и нужно, и мне не хочется, чтобы эти люди, собственно, да, как-то, были рядом с теми людьми, кому это не интересно, не очень важно действительно работать на свою аудиторию,
потому что, ну, если я выкладываю, я знаю для кого, я знаю, что вы что-то будете с этим делать, я знаю, что будут какие-то инсайты, которые высвободят там вашу энергию, к примеру, потому что это всегда-то после того, как мы нашли какие-то теневые нюансы, да, нашей личности, как это называется у нас, исключенная часть личности, там, как правило, заблокировано большое количество энергии, энергия необходима нам на изменение, соответственно, чем больше блоков, тем меньше энергии на продвижение там, да, по жизни, или заблокированные цели, или там негативные установки, убеждения относительно карьеры, роста, любви там и прочее, прочее. Вот, собственно, про это тени. Я считаю, что это просто филигранная ювелирная работа, поэтому я ее ввела, собственно, в тень, да, и я ее оставила в расклады по подписке. Если сейчас кто-то будет возмущаться и считать, что вот там все, там это все, это, конечно, ваше личное право. Но скажу так, что это абсолютно доступная история. Мне просто нужно сделать фильтр. Да, те, кто будет смотреть, те, кто будет это обсуждать, потому что скажу сразу, что комментарии там закрыты. И комментировать вы можете, к примеру, в магическом чате. Это уже доступная опция для тех, кто арканы проживает. Ну вот таким образом, да. То есть, если мы хотим более как-то тесно общаться, вот, то это все-таки больше происходит в наших закрытых сообществах, нежели там, в свободном доступе. Вот. Потому что я не конферансье магических искусств, я вас не развлекаю на ярмарках. Да? Собственно, поэтому я еще не сплю, не вижу, как конкретно вас обидеть, конкретного человека, или что-то придумать, где вы увидите токсичность, которой нет. Ну вот поэтому я решила, что если психологически сложно воспринимаются, они должны уводиться туда, где будет восприниматься, ну, правильно, наверное. Вот, поэтому, собственно, в закрепленном комментарии под этим видео есть все ссылки на наши закрытые расклады. Ну и еще прям краешком слов, наверное, коснусь проекта, который запустила перед Новым годом. Вышла уже 4 глава, но там у нас, конечно, посерьезнее история, потому что у нас там практика. И это нюанс традиционного колдовства. И я понимаю, что этот проект необходим, потому что, слушайте, колдует каждый второй, знаете, повсеместно. Да, уже, собственно, все эти кладбища уже превратили в шведский стол. Это ужасная история, и каждый из нас, к сожалению, может быть подвержен этому всему магическому негативу. Поэтому я считаю своей задачей действительно давать базу, да, теоретическую и объяснять, как это работает на практике. И уж если вы практикуете, да, вы можете задать вопрос, почему так, а не иначе. И о том, что проект необходим, я еще поняла, потому что, ну так скажу грубо, послась немножко на магических различных форумах и в группах, смотрела, что пишут люди, как задают вопросы, как им отвечают видящие. Ну, если это, конечно, не какой-то троллинг, и поняла, что действительно даже люди, которые занимаются, да, магическими искусствами, зачастую просто не понимают матчасти. Поэтому вот, собственно, как проживание арканов, это такой образовательный проект, так и манифест образовательный проект. И все это спрятано в закрытых комментариях под видео. Закрытых, вот первый комментарий, там где инфобокс, и там ссылочки все спрятаны. Ну что, выбирайте камень-проводник, будем смотреть все кармические отношения, которые вас настигли. Может быть, они вообще не кармические, вы тут себе придумали и натянули сову на глобус. А все намного проще. То есть будем разбираться в том формате отношений, который забирает вашу энергию. Вы об этом очень много думаете, не понимаете, что с этим делать дальше, есть ли там какие-то шансы, и что вы должны в этом всем понять. Постараюсь быть абсолютно максимально беспристрастной. Так, просто ситуацию мы рассмотрим со стороны. Первый камень оранжевый, второй зеленый и третий синий. Все, посмотрели, да, в инфобоксе, где ваши тайм-коды? То есть можно же не обязательно же слушать там болталку, просто если вам важно, вы послушали. Если нет, можно было посмотреть просто, где тайм-коды. Итак, единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Ну, давайте рассмотрим вообще, да, с точки зрения высших сил в этих отношениях вы и ваша энергия, да, и, собственно, партнер ваш, да, энергия партнера, как это все видят высшей силой,
да, на каком вы там уровне находитесь энергетическом. Это не касается, конечно, вас, ваших посвящений, да, в энергетические каналы, просто как вам в этом всем, в этих отношениях, кто там руководит, кто подчиненный, вот это все. Давайте вы в этих отношениях и партнер. Смотрите, вы в этих отношениях, скорее всего, оптимистичное такое, знаете, существо, потому что рыцарь жезлов вы тащите. Тащите на оптимизме, тащите на поддержке, тащите на чем-то хорошем и светлом. Ну вот, да, энергия как бы рыцаря жезлов. То есть открываете дороги, я не знаю, может быть, там жжете свечи там на благополучие. Ну, это я так все утрирую, конечно. Ну, то есть вы заинтересованы в продолжении этих отношений. Вы действительно можете быть вот этой путеводной звездочкой там для человека и прочее, да, потому что как бы у рыцаря жезлов это вот, ну, на самом деле, как бы энергетически на самом деле, да, это то, что зажигает, да, это то, что зажигает. Уж мы не будем, конечно, использовать там женский, мужской пол, вы сейчас скажете, а я женщина, какой я рыцарь, там, ну, нет, мы как бы не об этом, мы просто о том, вот, что вы даете, что вы как бы, да, привносите в эти отношения, то есть вы прям на оптимизме там, да, все дороги открываете, все двери открываете. Хорошо, а человек в этих отношениях? А человек в этих отношениях, вот он считает, что он ими управляет, да, что он ими управляет. Вполне возможно, что ваши отношения – это когда вы бы хотели мужчину вдохновлять, и, соответственно, чтобы он проявлялся в отношениях с вами как император, да, то есть как человек, который четко принимает решения, да, как человек, который может, там, не знаю, дать сильное плечо, к примеру, да, как человек, на которого можно положиться, человек, который видит перспективы. Вот такой вот император. Вот такой император. Вот так вот со стороны там высших сил вот, можно наблюдать за энергиями, условно, вашей пары. Давайте смотреть, что же вас связывает по первым вариантам. Что вас связывает? Тут еще, кстати, может быть ситуация немножко социального неравенства, да, что вы рассматриваете человека, который чуть выше вас, да, по социальной иерархии. Вы, например, там можете секретарь быть, а это ваш директор. Ну, может быть, просто энергетически, знаете, вы человека настолько наполняете, что он там чувствует себя императором. Что же вас связывает? Давайте посмотрим. По первому варианту, что же вас связывает? Ну, смотрите, здесь, наверное, какой-то момент неразделенные такие страсти, потому что это дьявол, но обратите внимание, что дьявол у нас связанный, да? Это, скорее всего, искра, буря, безумие, но огромное количество запретов, да, запреты, которые нельзя нарушать. И вот такая ситуация, раз вы рассматриваете кармические отношения, я могу предположить все же, что у мужчины может быть уже брачный союз, да, а вы такая женщина порядочная, думаете, ну, раз не буду мужчину в семью водить, или он там порядочный, понимает, что у него семья, как-то, да, к вам, соответственно, может быть притяжение. Ну вот, знаете, когда говорят, бес попутал, да, в общем, карта дьявола. Карта дьявола. Но при этом не забываем, что это же еще карта материализации, поэтому вполне может быть на вашей обоюдной страсти можно было что-то и построить. Чему же ему вот нужно научиться, да, в этих отношениях с вами, в сложных кармических отношениях? Чему надо научиться вашему императору? Да знаете, наверное, и какой-то правде, и понимать, что не всегда все дороги ведут в рай. Не всегда все дороги открыты, потому что двойка мечей – это про то, что нужно как бы понимать, что иногда ты можешь проиграть, что твоя стратегия в чем-то неверна, что, может быть, если, конечно, у нас здесь такой очень активно огненный император, ему еще нужно научиться считаться с другими людьми, да, а он, скорее всего, по двойке мечей это сильно не умеет, да, то есть есть мое мнение, там есть неправильное. Вот такая ситуация, что, может быть, ему нужно научиться на ситуацию смотреть со стороны. Вот обратите внимание, да, что здесь вот лица нет, но есть маски, опять же. И очень страшно быть уязвимым, скорее всего, да. Очень страшно быть уязвимым, потому что тогда вся эта императорская стена, знаете, с него слетает. Слетает. А может быть, знаете, если уже семья, то, может быть, действительно придется чем-то жертвовать. А вам, да, чему научиться можно в этих отношениях? Чему же вам можно научиться в этих отношениях?
Ну, смотрите, если все-таки человек не свободен, наверное, про то, чтобы бороться за свои чувства, уж не знаю, как вы это будете делать, да, или там, не списывать с себя счетов и вот не считать, что вы хуже, чем остальные, да, потому что, вот смотрите, девятка жезлов, опять же, предполагает нам сложную, но борьбу, да, отстаивание себя, да, то есть не допускать, как бы, что с вами что-то не так, что если он вас там не выбирает или там что-то, знаете, не ставит в приоритеты, да, просто здесь нужно вот прям проявляться, скорее всего, очень активно в жизни мужчины. По девятке жезлов. Ну, если есть, конечно, возможность, потому что бывает такое, что нет такой возможности, ну, надо. Да, здесь надо. А вдвоем вы чему-нибудь учитесь в этих отношениях? Вдвоем чему учитесь? Чему учитесь вдвоем? А вот как раз вот этой прекрасной синергии, смотрите, да, он император, а вы, получается, рыцарь жезлов, и в синтезе вы становитесь королем жезлов. То есть, смотрите, это про какую-то обоюдную историю, которая приводит к лидерству, которая может привести к сотрудничеству, к бизнесу, и действительно к, знаете, к большому количеству энергии, которое может наполнять эти отношения. Король жезлов, знаете, у нас товарищ такой решительный достаточно. Это вот такая обоюдная история, что он должен научиться решительности, вы должны научиться решительности. Так самое интересное, что задатки у вас есть, да? Вы по рыцарю жезлов, соответственно, он по императору. Тут, смотрите, бывает такое, что мы, получается, мужчину вдохновляем, да, забиваем как бы на свои личные таланты, ресурсы, силы, желания, а по факту, если бы мы объединили свои личные ресурсы, силы, таланты и желания с вот этими данными вот этого императора, то вот, смотрите, король жезлов какой классный получился бы. Здесь просто очень важно учитывать обоюдные, да, желания. Не только, чтобы вы там слушали, что ваш мужчина хочет, да, а чтобы он еще вас тоже слушал. Что вы обретаете, да, если вы готовы разорвать эти отношения? Если вы готовы разорвать эти отношения. Новая любовь, смотрите, новые чувства, потому что вот король чаши, ощущение, что происходит освобождение энергии для новых чувств, для новых эмоций, да, а он вообще что-то обретает, если разрывает с вами отношения. Да вы знаете, если он в семье, ну, в принципе, так в семье-то и остается. А у него ничего не меняется. Смотрите, вот если вы разрываете эти отношения, выходите из этих отношений или проходите урок этих отношений, а вас захлестывает новыми чувствами, эмоциями. А если он, ну, как бы, у него вообще ничего не меняется, понимаете? Наверное, больше всего же для вас урок. Ему как было сложно по десятке жезлов, там, вот, без вашей энергии, так и будет ему сложно. Вот такая вот позиция была по первому варианту. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте, это вы в этих отношениях. Сейчас посмотрим вашего партнера, как он там в этих отношениях. Ну, с точки зрения высших сил, фон энергетический и вот это вот все. Вы в этих отношениях. Вы в этих отношениях, смотрите, скорее всего, вы будете видеть перспективу, да, это двойка жезлов, и, может быть, будет ощущение, что, ну, с помощью вашего партнера вы, знаете, как открываете новые двери, может быть, это будут какие-то новые горизонты, может быть, это для вас выход из привычного сценария, потому что человек, я так понимаю, вот ваш партнер, на который вы будете смотреть, он не вписывается в ваш привычный жизненный сценарий, да, обиход, как мы говорим.
Вот, что-то прям, видимо, совсем отличающееся. Да, но при этом двойка жезлов. То есть есть какая-то вот энергия на выход, на продолжение. А он чё? А он чё? Он такой, знаете, вот борец, как это сказать, за все хорошее, да, против всего плохого, потому что семерка жезлов. Потому что вы, скорее всего, наблюдаете и думаете, вот, собственно, как у человека там развита харизма, например, или интеллект, или еще что-то. То есть у него есть какие-то скиллы, благодаря которым он что-то пытается, знаете, чего-то пытается добиться, да. То есть вы смотрите так, амбициозный, там, перспективный, потому что, опять же, да, семерка жезлов не очень такая хорошая карта, но опять же, она про то, что у человека больше оптимизма, нежели пессимизма, да, даже если ему приходится сталкиваться с вот этими чужими какими-то копьями, условно. Ну вот. Или, знаете, может, вы смотрите и думаете, о, вот этот человек поможет улучшить мне мое материальное там положение или еще что-то, потому что он нормальный, знаешь, там не курит, там, допустим, не пьет, работает. Ну, вот такое тоже может быть. Да, что-то, значит, у него есть, какая-то идея, может быть, какая-то работа, да, что-то вот он прям делает, и вы смотрите, вам это нравится, да, вы видите в этом всем перспективы. Хорошо, с точки зрения высшей силы, что вообще между вами сейчас происходит? Правосудие. Правосудие. Ну, вы знаете, вот такой момент, когда что потопаешь, что и полопаешь. Соответственно, если вы так примерно ничего не делали и думали, что он за вас там что-то будет делать, то по правосудию как-то не очень. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим, почему правосудие. Потому что, в принципе, сама по себе карта неплохая. Не знаю, почему в этой колоде представлена эта девушка. О чем здесь она? На Фортуну не сильно похожа, что у Фортуны глаза завязаны. Однако вот такая вот у нас юстиция. Я вам не покажу, но при этом сама хочу посмотреть, в какую сторону все это разворачивается. Понятно. То есть, смотрите, ну ладно, покажу. Просто класть не буду, это не так много места. Смотрите, мало того, что справедливость, так еще и страшный суд, который именно в этой колоде называется пробуждение. Да? Проснись, все уже там. Вот, поэтому 100% это кармическая история. В качестве спойлера, допустим, первый вариант, не всегда это могла быть карма. Вот у вас точно кармическая история, а вам об этом показывают сразу два старших аркана. То есть вот 100% вас вели высшие силы, да, для понимания какой-то вот определенной ситуации. Зачем-то они вас свели. Да, где-то вы друг другу очень сильно подходите. Тут мужчина должен повзрослеть, кстати, вот в этих отношениях. Или ответственность какую-то взять, вот сейчас посмотрю. Чему ему нужно поучиться? В принципе, уже подсказала вам, но посмотрим, чему, да, ему нужно поучиться в этих отношениях. Может быть, урок, который он должен пройти или проходит уже. О чем он? Да, смотрите, по колеснице это про действие все же. Про действие, да, про то, чтобы сдвинуться условно с мертвой точки. Может быть, он по семерке жезлов сражается с ветряными мельницами, знаете, как это имитация бурной деятельности. А здесь на самом деле про то, что действия должны наконец-то уже состояться. Потому что если мы еще с вами обратим внимание, у нас с вами две семерки, да, семерка жезлов и как бы седьмой, старший аркан. Это же всегда у нас про то, что у человека действительно какая-то очень важная миссия, да, какой-то, может быть, сакральный путь со стороны там высшей силы и прочее, его будут направлять на этот путь. Вполне возможно, вы как раз вот ему встретили, чтобы эту дорогу подсветить, да, как бы на выход, на свое там предназначение, миссию и прочее. То есть он должен сдвинуться с мертвой точки. Может быть, он, знаете, стоял на коленях там и просил там богов и богинь, да, чтобы послали ему там ответ, почему у него что-то не получается. Тут вы встречаетесь, потому что вы идете по двойке жезлов. Да, это значит тоже, может быть, человек-мотиватор, кстати, по двойке жезлов. Может быть, вы, знаете, встречаетесь в тот период, когда все запуталось и непонятно, что делать и куда дальше, и вроде как на собственном оптимизме мы друг друга вытаскиваем, потому что там бонусом еще двойка чаш на дне колоды. Ну так, наверное, это про то, что души типа встретились, потому что, ну, в принципе, же об этом говорят. Ладно, чему вы должны научиться в этих отношениях? Чему вы должны научиться в этих отношениях?
Ну, наверное, в какой-то момент что-то отпустить, да, 4 мечей. Ну, а еще вы в этих отношениях должны научиться не держать меч и не помогать вашему герою справиться с чудовищем. Вы как та мама, которая носит ему щит, получается, да, и вязаный шлем, чтобы уши не замерзли. А он такой: да, мам, да, там, я без твоих советов убью дракона. Вот так вот, потому что по 4 мечей вот точно не вмешиваться. Я еще, конечно, сейчас ее раскрою. Ну вот посмотрите, по 4 мечей такое ощущение, чтобы вы в лидерство здесь перестали отсвечивать даже, да. 4 мечей, карта мага, да, просто не на своей энергии ничего не делайте, не раскручивайте, да, потому что, ну, как бы есть такое, что, может быть, вы тоже можете человеку потенциал передавливать, да, то есть вот какие-то действия он должен сам совершить, если, соответственно, он их не совершает, не нужно заставлять его это делать. А чему вы учитесь вдвоем, да, в этих сложных кармических отношениях? Чему вы учитесь вдвоем? Вот, кстати, это, наверное, пара из серии, что если он там, значит, сражается против этих всех драконов, да, ты стоишь рядом, подаешь ему патроны там или смазываешь острие это, да, острие стрелы там ядом, короче, знаешь, такая прям рядом с такая стоишь на подтанцовке, да, как помощник. Ну, не рассказываешь ему, как правильно убивать драконов, понимаешь? И вот здесь вот по 9 жезлов действительно вы, правда, можете выйти в туз жезлов, да, во что-то новое, мощное, объединяя, опять же, усилия. Хорошо. Ну, бывает такое, что мы как бы устали, да, к примеру, тащить эти отношения, потому что ничего дальше не происходит. Ну, что вы обретаете, если вы эти отношения разрываете? Или проходите урок, да, к примеру, чтобы, ну, было понятно, на что урок, что вы обретаете. А внутренний конфликт, потому что вы либо не готовы это все разрывать, да, либо где-то не готовы увидеть свою темную сторону. Сейчас я немножко еще раскрою 5 мечей. Угу. Вообще вы не готовы уходить, не готовы идти в трансформации, потому что если вы хотите в этом всем остаться, да, необходимо что-то менять. Хорошо, а он что обретает, если он эти отношения закрывает, разрывает или там тоже проходит урок? Он что обретает? Он, скорее всего, выходит в состояние своего успеха, потому что, может быть, вот по второму варианту вы что-то немножко прям пережимаете, да, за счет того, что вам кажется, что он не сможет справиться с драконом, а по 6 жезлов смотрите, как ему аплодируют, и как он с этим всем справляется. Как он с этим всем справляется. И тут, смотрите, человек реально прям может прям повзрослеть, да, смотри, 6 жезлов, 4 жезлов, то есть он, выходя из этих отношений, как будто прям обретает своих, да, может быть, дом какой-то свой, может, семью там свою. Становится человеком действительно, которого начинает серьезно воспринимать для вот этих матримониальных отношений. А чего вы так сильно-то боитесь отпускать? Если отпустим, то что вас ждет? Тут смотрите, какая интересная история. Вот такое ощущение, что если отпустить, вполне возможно, он взрослеет, да, и принимает решение, там, к примеру, жениться. Не знаю, на вас или не на вас, потому что здесь карта не показывает. А у вас вот интересная история. Вы же не хотите тут либо что-то менять, вот какой-то у вас внутренний конфликт. А внутренний конфликт, знаете, связан с чем? Что вы не видите себя в статусе жены с этим человеком. Потому что, смотрите, у вас на жену, на королеву Пентакли падает луна, да? Это ваши внутренние страхи. И как бы паж жезлов, я могу почитать, как это детские какие-то внутренние страхи, которые вот заложилось у вас это все еще. Ну, какие-то прошлые моменты. Ну или опять же паж жезлов, это как
Ну, какой-то страх может быть конкуренции с теми, кто, например, может быть моложе, другой веры, другой энергетики, потому что вам почему-то кажется, что вы недостаточно в чем-то хороши. Вот. Поэтому вы на самом деле где-то подсознательно и хотите сидеть в умеренности. Потому что вот ощущение, что как будто вот ничего лучше не светит, что ли. Ну, в общем, как-то так. То есть, может быть, вам кажется, что если я его отпущу, он очень быстро там кого-то найдет или на ком-то женится, или, может, уже женился, значит, а я все, да? А я, значит, как бы в такой энергии, что больше ничего в моей жизни хорошего не будет. Но это же тоже неправильно по второму варианту. Просто вот так читается ваше бессознательное. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть ваши кармические отношения. Будем разбираться в вашей запутанной ситуации. Потому что кармические отношения – это всегда запутанная ситуация. Как бы мы ни пытались ее распутать, но запутывается. Но опять же, если есть желание, можем попытаться понять, что же там происходит. Можно загадывать партнера, с кем не срослось, не сложилось, или срослось, сложилось, но мы не понимаем, что делать дальше, или мы хотим разобраться, кармически, не кармически, или снится, ну, вот такое вот все. Вот такое вот все. Так, ну что, давайте смотреть, кто вы в этих отношениях, троечка. Да, все, вас это добила ситуация максимально. Максимально ситуация добила, потому что десятка мечей, да, эти отношения просто максимально вас уничтожили, да. Максимально вас уничтожили, да, это последняя как будто вот точка невозврата, да. Вполне возможно, есть ощущение некого предательства, потому что обратите внимание, да, что здесь вот человек просит помощи, и вот здесь вот непонятно, то ли ему помогать идут, да, то ли его добивать идут. Сейчас еще немножко посмотрю, в чем разочарование. Это десятка мечей, королева пентаклей. Смотрите, здесь не случилось выбора. Кстати, десятка мечей, королева пентаклей, да, выбора не случилось. Или человек, например, там женился, или вы там, знаете, не свободны. Хорошо, ладно. А он кто в этих отношениях? Ну, подлец, обманщик, предатель. Ясно. Ясно. Мы, значит, будем сегодня разбирать мечи. Сам себя обманул, да, вас, может быть, обманул там, да, или неоднократно обманывал, да, и втыкал ножи в вашу прям спину один за одним, там, может, прощали, доверяли. Вот, ну, видите, кармические отношения, вероятно, вы встретились, чтобы пострадать друг от друга. Или, может быть, только вы, а не он. Сейчас будем смотреть. С точки зрения высших сил, вот этот весь замес между вами зачем? Зачем? Ну, есть ощущение, что никто друг другу не говорит про истинные желания, да? Поскольку это, то есть у вас изначально была маска при общении с ним, у него была маска при общении с вами, там, да, может быть, друг другу пытались понравиться, а в итоге есть ощущение какого-то, знаете, когда вот ситуация не развязывается по дьяволу, как, может быть, какой-то незакрытый гештальт, потому что никто истинно не выразил свои желания, к примеру, да, или свои потребности, или что-то еще. Вот десятка мечей, восьмерка чаш. Вот какой-то момент разочарования, да, здесь может быть. А у него что, семерка мечей? Пятерка мечей. Ой, а тут какой-то такой, знаете, замес из серии «Я делаю больно, потому что когда-то больно делали мне, и разбили мне сердечко, а теперь я никого там не люблю». Ну, вот такой, знаете, прям этот турецкий сериал. Ну, что вас связывает? Ну что, влечение по дьяволу может быть, соответственно, да, какие-то ошибки, может быть, плохая карма, вот, знаете, в прошлом, может быть, была, и мы там ее отрабатываем. Ладно, а чему ему нужно научиться в этих отношениях? Интересная, конечно, карта. Восьмерка пентаклей – это про стабильность, да, про то, чтобы научиться уже на ком-то уже, знаете, остановиться. Вот. На ком-то остановиться уже по восьмерке пентаклей, обуздать дьявола своего, восьмерка пентаклей, двойка жезлов. А у него же, знаете, постоянное ощущение, что что-то может быть лучше. Что-то может быть лучше. А вот как бы его урок уже действительно понять, что надо бы остановиться. Хорошо. А
А вам чему нужно научиться? Ну вот смотрите, либо освободиться из этой банки уже, да, то есть вам протыкают сердечко, а вы все равно вот в этой банке, да, вам говорят какие-то обидные слова, вы их воспринимаете, да, то есть вас вот это тыкают этими мечами. Посмотрите, сколько мечей. Вот здесь вот мечи, да, вот здесь вот пятерка мечей. Прям какой-то страдающий, пробитая нахата. Очень грустная позиция по третьему варианту. Очень много драмы, очень много страданий там, вот, слез, крови и прочего. Что ж такое-то? А вы прям, да, в какой-то вот жертве в этих отношениях. Действительно, да, пятерка мечей как бы повешенная. Тут, наверное, нужно выйти, да, из состояния самонаказания, самоистязания, там, да, обид каких-то. Да, тут вот смотрите, как раз чем нужно научиться видеть позитивное будущее. Видеть позитивное будущее. Я уж не знаю, в этих отношениях или просто в своей жизни, но видеть позитивное будущее. И вполне возможно, да, тогда прям появляются нормальные, обычные, реальные дороги. Так, окей. А вдвоем чему вы учитесь по третьему варианту? Чему вы учитесь вдвоем по третьему варианту? Ну, у меня ощущение, что вы что, хорошие актеры, что ли? Я не знаю, кто вам так аплодирует? Вы оба хорошие актеры? Чему учитесь? Шестерка жезлов, двойка жезлов. Да, есть ощущение, что вы вот друг другу должны поднять самооценку. Потому что вы встречаетесь на каком-то диком количестве спрятанной боли, да, диком количестве просто друг друга ранить и обижать, потому что сами раненые и обиженные, это, скорее всего, еще какой-то момент контрзависимости из серии «я лучше ей сделаю больно, чтобы она мне потом не сделала больно». Ну вот такое вот все. И, допустим, у вашего человека там точно воспоминания какие-то негативные, где ему делали больно. И теперь он там, знаете, как с женщинами в состоянии защиты, вот, пытается казаться чудаком на букву «М», а на самом деле там как-то не так все плохо. Ну, вот такое все, знаете. Действительно ощущение, что это какой-то прям драма. Выстроено все на драме, понимаете? А вы на жертве, может, еще и спасать пытаетесь. Если вы разрываете отношения, да, выходите из этого всего, то что вы обретаете? Какой ресурс обретаете? Ну, знаете, вот ощущение, что это все, это уже завершается, это какой-то урок, да, завершение цикла. И вот здесь вот в этой колоде, видите, вот эта десятка мечей я не убирала, вот еще десятка мечей. То есть все, это завершение цикла. Мы с чем-то должны окончательно расстаться, да, каких-то тараканов из головы своей изгнать. Все же давайте вытащим ресурс, если вы с этим человеком разрываете связь. Ресурс для вас. Колесо фортуны. У вас по-другому начинает разворачиваться вот это жизненное колесо, понимаете? Колесо фортуны. Какой-то момент цикличности, момент повторения сценария, да, момент вот ощущения нестабильности, перекати поля, несерьезности, он, правда, может пропадать. Посмотрите, какие мощные трансформации, как у вас вообще просто мощно меняется судьба. Я еще вытащу, мне прям интересно. Вот смотрите, у вас, получается, закрывается привычный путь. Закрывается привычный путь. Угу. Смотрите, смерть, двойка мечей, четверка мечей. Знаете, многие из вас сейчас, знаете, что мне скажут? Вот, Ань, как я его брошу, если он, например, подбухивает, и я пойму, что если я ухожу, то он вообще слетает с катушек и превращается в животное уже. И для многих из вас здесь мы действительно вот в такой ситуации, а здесь может нас связывать зависимость там по дьяволу, потому что, собственно, здесь она есть, и урок, который вы проходите, это вам нужно, да, чтобы вам говорили, какая вы святая женщина, что вы с человеком, да, сложным достаточно, вывозите это все, и какая вы святая, типа вас не бросят. Вот, у него тоже там свои какие-то внутренние выгоды по шестерке жезлов. Может быть, вы, конечно, можете, знаете, как стать семьей или
парой, которая преодолела многое, да, и они потом, значит, с удовольствием где-нибудь сидят на диванчике и рассказывают: а помнишь, а вот это у нас было, да. В моменте, когда уже все хорошо, и вот эти вот все неприятности, ну, они позади. Может быть, понимаете, вам вот это нужно. Но сейчас вот такой, смотрите, нюанс, что вам кажется, что если вы уходите, то все, ничего больше нет, смысла какой-то нет, да, смысл прям теряется совсем. Двойка мечей, четверка мечей, смотрите. Как будто вы прям себя погребли, да, как бы вам кажется, что вам без этого человека ничего не нужно. Давайте, а по факту вообще что? По факту. По факту у вас начало нового пути, новая жизнь. Хорошо, а если этот человек разрывает с вами отношения, о чем это для него? Мне вот интересно, конечно, это ваша энергия возвращается по королеве жезлов. Ну, он же, получается, разрывает отношения. Королева жезлов, тройка мечей. А, все понятно. Если этот человек, получается, разрывает с вами отношения, то он просто понимает, что он лишен действительно вашей энергии, любви, поддержки, которую он действительно прям, видимо, паразитирует. От чего это все приводит? Ну, короче, получается, что вроде как человек проходит кармический урок, да, и он может его пройти, но там нужно понимать, что нужно выстраивать отношения, иначе ему просто не дадут шансы, ну, вот такое все прочее, понимаете? Ну, как бы пройдет, не пройдет, как он сейчас проходит, его не проходит. Четверка пентаклей. Семерка чаш. Нет, он вообще ничего не делает, просто сидит в своей каморке и жалеет себя. Вот, ограничен типа ресурсами, ограничен эмоциями, вот такое вот все. Ну, такая вот позиция по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.